Друзья, всем привет, это Fruit Power Vlog, меня зовут Артем, и это мой видеодневник голодания. Сегодня 7-й день, я прячусь в мини-маркете 7-Eleven от обезумевших детворы, обливающейся водой, потому что сегодня в Таиланде Сонгкран. Сонгкран – это тайский Новый год, и по традиции они обливаются водой, мажутся, значит, какой-то краской. Мы проспали наш поход, утренний поход на гору Каора с моим другом Лешей. Будильник поставили на 5, проснулись, в общем, в 10, и поэтому нам придется идти туда по жаре, что несколько осложняет наш путь. Но мы сейчас едем туда, нужно купить водички, заправиться бензином, обрулить всех обливальщиков водой и пробраться к началу нашего трека. Поехали! Да зачем ты поехал туда? Не рассказывай мне. Снимай вот это все. Не матерись, я буду видео потом вставлять тоже, это. Музыку поставишь. Ну, в общем, что, это какие-то просто отработанные кокосы, гора кокосов. Я знаю, ребят, что кто-то вообще никогда не пробовал кокоса. Блин, это на самом деле чудесный день, чудесный фрукт или это орех. Обязательно приезжайте в Таиланд или в тропическую страну, чтобы попробовать кокос. Касаемо моего состояния, удивительно, оно не ухудшилось, не улучшилось. Я также чувствую какую-то слабость, хотя, наверное, даже чуть-чуть улучшилось. Даже чуть-чуть мне как-то полегче, чем было, например, на 4-й день. На 4-й и 5-й день я еле вставал с кровати. Сегодня я проснулся раньше вот этого товарища. Восхождение станет проверкой моего 7-дневного голодания. Первые метры даются очень тяжело. Моментально пересохло во рту, сбилось дыхание. Большое желание сдаться, вернуться назад, поспать в мягкой постельке, поесть фруктов. Но отступать нельзя, раз уж решили, да? Да, кстати, я тащу на себе где-то 3 литра воды. Какая горка, блин. Зникаем. Как твои ощущения? Поехали домой? А? Душик? Постельку, а? Сейчас поднимемся наверх, сфотаемся и пойдем обратно. Сушит моментально, только что сделал пару глотков, уже все снова пересохло. Жара еще, блин, наверное, градусов 36-38. Если не 40 на солнце. Я уже весь мокрый. Если не 40. Как раз полдень, блин. Пошли в трек в полдень. Молодцы. Благодаря Артему. Слышь, что, Артему? Я проснулся, уже в 8 можно было идти. Ты спал, я тебя будил. Короче, Лешка, рюкзачок понесешь ты. Давай. Я вот что понял. Ты будешь камеру нести. Без рюкзачка, оказывается, идти немножко полегче. Отлично, приятно сбросить какой-то балласт, когда он был у тебя сначала. А то если бы я сперва шел без рюкзачка, скидывать-то было бы нечего. Ну, с рюкзачком теперь идет Леша, естественно. Вообще никогда не любил длительные походы. Я помню в детстве, где-то, не знаю, сколько мне лет было, 7-8. И мы пошли с отцом в какой-то поход с его товарищем-охотником. И что-то мы шли по каким-то лесам, степям. Я так устал вообще. Я давай реветь, что типа не могу идти. Понесите меня. И батя удивлялся, типа, что мой сын такой слабак и не вывозит. Ну вот, короче, выносливость
не моя тема. Именно поэтому мне и нужно ее тренировать. А в этот раз голодания 7-дневного я не чувствую никакого изменения эмоционального состояния. У меня по-прежнему бывает какая-то и раздражительность, и спокойствие. Все как в обычном режиме. У меня не приходит никаких гениальных мыслей. А в прошлое голодание, мне, кстати, приходили гениальные мысли. И состояние было более умиротворенное, ощутимо заметное. В этот раз все по-прежнему. Может быть, даже и еще больше такое, чуть-чуть раздражительность из-за того, что у тебя слабость. Какое-то такое маленько напряженное состояние. Икры, бедра. Я их просто не ощущаю. Передвигаю как ватная. Но двигаться надо. Единственное, радует, что окружает красивая природа. Это, конечно, придает сил. Ты чувствуешь себя как-то более уверенно, потому что есть внутреннее ощущение, что ты все равно часть природы, и на природе с тобой ничего не случится. Мотор бешено ревет, поэтому без специальной подготовки не повторяйте такие эксперименты над собой. Мы подходим к джунглям, там уже будет попрохладнее, будет тенек. Я думаю, сделаю еще одну передышку, попью водички. И нам осталось всего километр с небольшим до восхождения на топ. Но вот этот участок будет более крутым, поэтому придется еще постараться. Давай быстрее, иди сюда, здесь сядем. Иди сюда, ты, Артем, камера работает, на. Слышь? Да иди сюда. Что, для себя снимай или что? Держись, берись за вот это, вылазь. Вот такие есть вспомогалки для того, чтобы не поскользнуться, если дорога мокрая. Тяжеловато. Дай водичку. Сейчас. Вот дам на камушке сядем, я приметил. Я встретил по пути огромное дерево и почувствовал, что хочу его обнять. Как известно, это древний ритуал подзарядки от наших лесных друзей. Деревья – это основа нашей природы, нашей матушки Земли. И, как известно, на Руси от разных деревьев подзапитывались разной энергией. Можно было обнять березку, обнять дуб. Дуб, наверное, сложно обнять, он большой, да? Ну, короче. И я вдруг почувствовал это желание, что я сейчас хочу обнять дерево. Я его обнял и прям чувствую, что оно меня подзаряжает. Реально. Я набираюсь сил, восстанавливаюсь. Джунгли прекрасны, но идти тяжеловато. Интересно, что заставило это дерево завиться вот по такой равномерной спирали. Ваши предположения пишите в комментариях. Блин, там еще такая крутая гора. Надо передохнуть. А вот в этот крутой подъем прям так неохота подниматься. За ним, я чувствую, уже будет viewpoint.
Артем, пойдем. Сейчас, подожди, пульс нормализуется. Пойдем. Ты можешь. Ты сильный. Я знаю. Последний день голодовочки твоей. Пойдем. Да, я прошел уже больше 3 километров. Каждый раз кажется, что вот восхождение за поворотом. Но сил уже вообще нету. В такие моменты пытаешься приободрить себя позитивными мыслями. Тропа полна Вот это вставишь в свое видео. ставлю. Я деревья. Иди уже верхушки. Пошел рот. Это уже тебе мерещится. Пойдем. Не пойду я никуда на. Пойдем, пойдем. Артем, пойдем. Вставай. Я буду спать здесь. Перенесите мне мандарина. Пойдем. Сейчас отдышусь и пойду. Артем, пойдем. Сейчас пойдем. Let's go. Yeah. I'm going. Они же не знают, что я тут немножко голодаю. Ну я сказал. Да, они не поверили, наверное. Или не поняли. Люди вообще не верят в такое. Что можно не есть 7 дней вообще. А чтобы не есть 7 дней, потом переться в гору по жаре. Друзья, наконец-то мы взошли на гору. Честно говоря, у меня почему-то нет особой радости. Из меня поперли какие-то негативные эмоции. Меня начало все подбешивать. Но это нормально, на голодании случается такое, что из тебя выходят эмоции, это хорошо. Но все равно я доволен, что я сделал это. И меня поражает, насколько в тропиках много растительности. На каждом миллиметре, каждом сантиметре земли растет какая-то травинка, растения, деревья. Оно все так плотно, живо, очень насыщенная природа. Это мне нравится в тропиках. Мы прошли 5,7 километра. В пути мы были 2 часа 37 минут. Змея, смотри. Где? Вот сидит, вот там. Он сзади тебя, видишь? Серьезно? Вот. Да я не вижу. Друзья, наше восхождение подошло к завершению. Мы спустились вниз к подножию горы, к нашему железному пони, к нашему мотобайку. Без лишней лже-бравады скажу, что восхождение далось мне очень тяжело. Возможно, кто-то из вас скажет, что да я голодал на сухую 21 день и ходил на Эверест. Ну, все может быть, в общем, моя история – это моя история. Было принято решение начать выходить из голода сегодня, не дожидаясь завтрашнего утра, потому что нужно восстановить все-таки силы. Контрольное взвешивание перед выходом из голодания. Я вешу 66 килограмм. В общем, я забыл, потому что я подтупляю. Но получается, в общей сложности за 7 дней я потерял 6 килограмм. 72 минус 66. Да? Да, 6 килограмм. Ну ладно. Тот самый сладкий момент выхода из голодания. Прошло 7 дней, до 7 суток не хватило где-то, может быть, 12 часов. Было решено выходить сегодня с помощью манго. Мне не стоит накидывать
накидываться сразу и съедать много, потому что, во-первых, у меня очистился ЖКТ, во-вторых, у меня уменьшился желудок. Таким образом, нужно быть максимально осторожным, чтобы не навредить себе. И, разумеется, если вы голодаете, то вы должны знать, что на выходе ни в коем случае нельзя есть никакой вареной еды. Речь не идет ни о каком мясе или о какой-то жареных тяжелых продуктах. А вот такие вот спелые фруктики, самое то. Но я ощущаю даже, что он сильно сладкий. Прям перенасыщенно сладкий. Но это не передать словами, конечно. Если бы ты еще не курил, Леша, то ты бы мне не портил этот кайф. Манго обалденный фрукт. Манго однозначно 5. Есть ощущение, как будто меня начинает возвращать в реальность. То есть предыдущие 7 дней я был в каком-то таком состоянии. Оно одновременно и неприятное, потому что у тебя нету сил, но одновременно и оно такое немного, как будто ты под кайфом. Ты вывалился из реальности, и у тебя все время такое легкое головокружение. И сейчас с каждым кусочком манго как будто бы начинает такое тебя отпускать и возвращать в реальность. Что-то такое. Я думаю, мой желудок сейчас тоже испытает не только блаженство, но и небольшой стресс в связи с тем, что на него наконец-то свалилась еда. Ему нужно всю ее отработать, переработать и первым делом пустить на самое необходимое. Не знаю, что сейчас. Интересно, кстати, что сейчас в организме самое необходимое. Это пополнение глюкозы или восстановление водного баланса или что-то еще. На процессе сейчас, конечно, пойдут